Всем привет, Джейсон снова на связи. В этом видео познакомимся с ультратонкой игровой клавиатурой Cougar Vantar AX. И слово ультратонкая здесь используется не просто так. Клавиатура в самой толстой своей части имеет высоту всего 15 мм. Это с учетом резиновой ножки и высоты клавиш. Сам же корпус имеет толщину всего 8 мм. Из-за этого вживую смотрится очень компактно, и со стороны может показаться, что она хлипкая, но поверьте, это не так. Здесь используется цельная алюминиевая рама, вырезанная на ЧПУ, и как видно, металл имеет весьма приличную толщину. Поэтому в руках она ощущается монолитно. Плюс она имеет вес более 600 грамм, и это тоже в общем добавляет ощущение цельного крепкого устройства. Остальные размеры клавиатуры такие: длина 445 мм, ширина 127 мм. Внешне клавиатура выглядит максимально строго и стильно. Понятно, что это дело вкуса, но лично мне очень нравится. И да, она напоминает клавиатуры, которые используются в современных игровых ноутбуках. Подсветка клавиш имеется, но о ней поговорим немного позже. Тыльная поверхность пластиковая, имеет прорезиненные ножки. Угол наклона клавиатуры можно изменить за счет складывающихся ножек. Резиновые накладки на них также присутствуют. Кабель у клавиатуры имеет длину 1,6 метра. Он без оплетки, средней гибкости и обладает эффектом памяти. Хотелось бы, конечно, чтобы он был немного помягче. Небольшая защита от перегиба имеется, USB-коннектор среднего размера. Клавиши здесь имеют ножничную конструкцию и обладают тактильной отдачей, что очень похоже на механику, хотя на самом деле это мембранка, причем акустически тихая. Хорошо это или плохо решать только вам, но по моим ощущениям набирать текст на такой клавиатуре очень удобно. Единственное, если ранее на ноутбуке вы не работали, первое время придется привыкать к новым ощущениям. В играх клавиатура также ощущается весьма комфортно. Клавиши имеют достаточно короткий ход, что позволяет быстро отдавать команды. Опция антигостинга позволяет одновременно нажимать до 19 клавиш. Теперь по функционалу. С помощью сочетания нажатия клавиши FN и клавиш от F1 до F12 можно использовать мультимедийные функции, такие как изменение громкости, управление мультимедийным проигрывателем, а также запускать почтовый клиент, вызывать домашнюю страницу браузера, блокировать все клавиши и запускать калькулятор. Через сочетание FN плюс клавиша Win можно заблокировать эту клавишу, дабы в игре ее случайно не нажимать. Еще одна опция, которую поддерживает клавиатура – зеркальная замена WASD кнопок и блока стрелок с сочетанием FN плюс W. Это очень удобно, так как в играх не нужно тратить время на перенастройку клавиш, если по умолчанию управление осуществляется стрелками. Кстати говоря, все возможные комбинации с клавишами отлично расписаны в руководстве пользователя, которое поставляется вместе с клавиатурой. Теперь о подсветке. И вот она мне в данной клавиатуре визуально кажется бедноватой, ей как бы не хватает яркости. Возможно из-за этого и плюс из-за строения самих кейкапов под определенным углом половина латиницы плохо подсвечивается. С кириллицей таких проблем нет. Режимов свечения, как и цветов, имеется 8 штук, от обычного статического свечения до цветной волны. Включаются они сочетанием клавиш FN плюс клавиши от 1 до 8. И вот так они выглядят. В зависимости от эффекта, сочетанием FN плюс стрелка влево или стрелка вправо можно изменять его направление. А FN плюс Page Up или Page Down меняют скорость эффекта. Я лично разноцветные эффекты в клавиатурах не особо люблю, поэтому обычно отдаю предпочтение статическому свечению. Здесь оно включается сочетанием FN плюс 5, и этим же самым сочетанием переключаются цвета. Через сочетание FN плюс Home подсветку можно выключать или включать, а через сочетание FN плюс Page Up или Page Down именно в этом случае регулировать яркость подсветки. Драйверов клавиатура не имеет, соответственно, возможность осуществления более тонких настроек не предусмотрена. Подводя итог по Cougar Vantar AX, могу сказать, что ей не хватает только более качественной подсветки и более мягкого кабеля, чтобы она стала для меня идеальной. Просто во всем остальном у меня к ней нет вообще никаких претензий. И поэтому на данный момент это моя основная клавиатура. И я ей с удовольствием пользуюсь. Скажу больше, к подсветке привык и внимания на нее уже не обращаю. В общем, если вы предпочитаете низкопрофильные клавиатуры или хотите попробовать для себя данный формат, то рекомендую обратить внимание на Cougar Vantar AX. А еще лучше, если, конечно, будет такая возможность, обязательно поклацайте ее. Возможно, это как раз то, что вам нужно. Кому будет интересно, ссылочки с актуальными ценами, а также на официальную страничку данной клавиатуры оставлю в описании. Ну а на этом у меня все. Всем хорошего настроения. С вами, как всегда, был Джейсон. До скорого!